Всем привет! С вами Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Сегодня мы поговорим с вами о колхозе, а конкретно о восстановлении задних суппортов Suzuki Burgman и Skyway. Поехали! И начну сегодняшний рассказ я с того, как продиагностировать неисправный задний суппорт на 250-ках и 400-ках. Внимание, на 650-ках этот способ не сработает. Там характер износа другой из-за другого расположения суппорта и других диаметров диска, нагрузок и так далее. Поэтому там все немножко сложнее с диагностикой. А вот в данный момент у нас очень хороший пациент на подъемнике. Здесь у нас по скутеру много всяких проблем, в том числе и нестандартных, но нас интересует здесь задний суппорт. У меня уже некоторая профдеформация произошла, и я уже даже в путешествиях по Европе смотрю на суппорта мопедов в какой-нибудь Италии и вижу, что там, грубо говоря, почти каждый первый из них мертвый. Итак, вот перед нами скутер, вот перед нами его задний суппорт. Это у нас поколение, начиная с К7 и до бесконечности. Номер я закрыл, и номера вообще стараюсь лишний раз не показывать, чтобы не было потом обид в мою сторону. Как мы должны увидеть, что с суппортом здесь проблема? А с суппортом она реально запущена. Обратите, пожалуйста, внимание на вот эту вот плоскость. Эта деталь, это скоба, которая жестко прикручена к вот этому вот кронштейну, ну, то есть, грубо говоря, скажем так, к двигателю. В нее у нас вкручена направляющая, которая четко перпендикулярна вот этой плоскости. И на нее надет суппорт. Но можно увидеть, что суппорт немного перекошен вот так. Если сверху это видно не так сильно, то когда мы посмотрим на него сзади, то мы можем лицезреть такую картину, что вот этой плоскости вот это совсем не параллельно. Вот вообще не параллельно. И колодки изношены. Одна у нас углом дошла до металла почти, а вторая еще с этой стороны почти как новая. То есть вот он, откровенный перекос суппорта виден. И это является показателем того, что у нас здесь полная беда. Сейчас я попробую показать еще раз более подробно, потому что я на маленьком экране не понимаю, насколько хорошо вы что-то видите. Вот здесь вот виден реально сильный, прям серьезный перекос. А детали должны быть перпендикулярны. И вот у нас четко виден износ одной колодки до металла, а второй колодки нет. То же самое и сверху. Как бы это вам показать? Ну, в общем, то же самое и сверху, только наоборот. Та колодка, которая снизу живая, сверху изношена. Помимо этого, мы видим резинку, которая не вставлена в свое посадочное место вот этим буртиком. Об этом я сейчас еще поподробнее расскажу. И которая явно большего размера, чем должна быть. Потому что она должна быть примерно как вот ширина вот этого уха по размеру. Ну, предположим, что вы этого не знаете. Мы имеем здесь проблему в совсем запущенной стадии. И если мы внимательно присмотримся и проведем вот здесь рукой, то здесь у нас есть трещинка и сквозное отверстие, которое протерто направляющей. То есть это уже совсем стрём, ездить нельзя. А теперь я сейчас этот суппорт разберу. Гидравлику, может быть, снимать не буду, но покажу все так, чтобы вам было хорошо видно. А уже после мы приступим к вот этим вот запчастям, которые я для вас приготовил. Я снял суппорт. Пришлось несколько помучиться, потому что несколько изношенный тормозной диск, а также изношенные вот до такого состояния колодки, в общем-то, не облегчают это занятие, учитывая конструкцию ручника у Suzuki. Кстати, если хотите лайфхак, как
при изношенном диске наиболее просто и с минимальными порчами суппорта, диска и так далее снимать суппорт с диска, пишите много комментариев. Я это расскажу, но чуть позже, когда канал достигнет некоторого количества подписчиков, просто потому, что мне так хочется. Но чем больше вы будете проявлять активности и досматривать видео до конца, тем быстрее это произойдет. Мы видим здесь колодки, которые изношены с одной стороны до металла. Прямо видим четко, как диск пилил металл. То есть здесь колодка 0. Вот здесь вот у нас поверхность рабочая увеличивается. И вот с этой стороны она практически новая. Здесь миллиметров 5. Ну, у новой может 6 или 7 было. То же самое мы видим на второй колодке. Ровно прямо то же самое. Также мы видим здесь направляющие, на которых выело ямы. Выело ямы потому, что суппорт был перекошен и направляющие были нагружены вот этими отверстиями колодок. В нормальном варианте на направляющих нагрузки быть не должно. Вся нагрузка от торможения колодками должна передаваться прямо в скобу, то есть подвижная часть вообще не должна нагружаться. Вот упор колодок происходит вот в эту вот промежуточную железочку. Она сделана, скорее всего, из какой-то нержавейки. И вот все тормозное усилие, оно давит на скобу, на деталь, которая прикручена жестко, ну, грубо говоря, к двигателю. Я почему акцентирую на этом внимание? Потому что вот эта вот железочка, ее вот отсюда можно вот так вот снять и потерять. И дело все в том, что у половины мопедов эта железочка потеряна. А как только вы ее теряете, колодки начинают на алюминиевой скобе проедать себе ямы. И, естественно, способствовать тому, что это все изнашивается и подкусывает. Поэтому будьте, пожалуйста, очень внимательны. Купить эту железочку отдельно нельзя. Она продается новая только в сборе со скобой. И у меня, честно говоря, запасов их практически не осталось. Я буду думать о каком-то ее изготовлении, но это не самая простая задача. Так что лучше ее просто не терять. Когда, кстати, вы пытаетесь подогнуть вот эти вот пружинки, имейте в виду, что она очень легко может отломиться. Потому что она какая-то то ли подкаленная, какая-то пружинная сталь немножко напоминает что-то такое. Вот. А если эта железочка на месте, то износа не происходит вообще никакого. Вот. Собственно, разобрал я все это дело. Я не буду сейчас отсоединять гидравлику, потому что впереди выходные, и заниматься этим сейчас никто не будет. Мне просто этого делать сейчас не хочется. Ну вот и посмотрите. Не знаю, что видно, но внутри я вижу лично много грязи. А если я посвечу вот с этой стороны, то мы четко видим сквозное отверстие. И вот здесь вот мы его очень легко наблюдаем. Его проело направляющее своим кончиком. И я даже не могу показать люфт, потому что, во-первых, мне это неудобно сделать одной рукой, а во-вторых, там настолько много грязи набито, что направляйка входит туда косо и даже не очень сильно болтается, потому что там просто реально много грязи. Можно ее... Ну, хотя люфт-то вообще будет здоров и так. Можно ее... То есть вот это уже много, а если это почистить, он еще в разы увеличится. Ну, неудобно мне одной рукой одному это делать. К сожалению, постоянного оператора у меня нет. Если кто-то хочет со мной тусить и снимать, напишите мне. Итак, теперь вы знаете, как определить мертвый суппорт невооруженным глазом, ничего не разбирая, на 400-ке, начиная с 2007 года и заканчивая самым-самым последним кузовом, который пошел после 2018. В суппорте изменений нет особых. Теперь я скажу пару слов про предыдущий кузов, 43-й, поколение с 2003 по 2005 год. Здесь у нас имеются два тормозных диска. Именно на них нужно будет смотреть.
Смотреть нужно с правой стороны мопеда, то есть со стороны глушителя. Ничего разбирать также не надо. Мы сможем увидеть суппорт. Вот если наглядно, то расположен он вот таким вот образом на тормозном диске. Здесь у нас в суппорте будет колодка. Мы будем видеть колодку. Вот так вот она у нас примерно расположена. Ну, эта колодка чуть больше, но это не так важно. Вот это вот основание тормозного диска не должно иметь никаких борозд и повреждений. Оно должно выглядеть именно так, как вы видите сейчас на видео. Если вдруг вы на тормозном диске видите что-то подобное вот этому, или хотя бы просто следы касания колодки, то значит суппорт мертв. И можно сразу просить скидку на ремонт. Ну, конечно, если это вообще корректно на ваше усмотрение. Потому что бывает такое, что мопед стоит как несколько суппортов из-за своей старости. Происходит такая борозда. Почему? Потому что колодка своим торцом из-за того, что суппорт просел ниже, начинает пропиливать борозду на тормозном диске. Вот такое для тормозного диска еще не критично, потому что он довольно толстый. Но такое, соответственно, не вариант для того, чтобы на этом дальше ездить. Нужно срочно ремонтировать или менять задний суппорт. Итак, теперь я хочу показать вам, какой износ суппортов бывает. У меня здесь вот есть несколько примеров. Вот этот суппорт снят со скутера, который я вам только что показывал. Смотрите, какая происходит ситуация. Скоба у нас перекашивается таким вот образом. И вот этим вот кончиком изнашивает суппорт до сквозного отверстия. Ну, вы четко видели, соответственно, что оно сквозное. Вот у нас отпиленный кончик. Это уже совсем критичный износ, хотя я видел и хуже. Я видел, что вообще тут на сантиметр палец торчал. Вот у нас чуть лучше вариант. Это от 43-го кузова. Ну и от всех старых, там, начиная с 41-го. Вот у нас другой вариант убитый, когда суппорт не могли снять с диска и лупили по нему. Тут даже погнули направляйку. Кстати, вот на этом суппорте тоже придется это ухо восстанавливать. Но тут не так страшно. Также вот я тут периодически обновляю эти обрезанные половинки. Они мало места занимают, их довольно прикольно хранить, людям показывать. Смотрите, на одном, ну тут какие-то от 43-го кузова, какие-то от 44-го, какие-то от 650-х, то есть вот это вот явно от 44-го, от 44-го, 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 то есть тут явно виден перекос сильный. Вот здесь вот одна стенка явно тоньше, чем другая, вот это толком без износа, а вот это вот вся равномерно съедена, это 650-ка скорее всего. Вот здесь вот перекос такой же, как на 43-м, только в другую сторону, в разной степени убитости, что называется. Это, скорее всего, старые 400-ки, 250-ки. В общем, такие вот характеры износа суппортов. Ну и далее поговорим о том, как мы решаем данную проблему, потому что в какой-то момент, скажем так, до определенного момента я считал, что бэушный суппорт это не проблема, и все вопросы решаются его установкой. В какой-то момент бэушные суппорта в хорошем состоянии резко закончились, практически там единовременно. И при внимательном рассмотрении выяснилось, что на большинстве мопедов суппорта доехали уже вот до такого состояния. И поэтому получается, что пришлось придумывать технологию их ремонта, потому что новый суппорт стоит совершенно неподъемных денег, и привезти его сложно. И, в общем, как я считаю, технология ремонта у нас довольно успешно получилась. Вот, кстати, сегодня уехала вот эта 400-ка. Этот дубль я снимаю уже после всех остальных, потому что у меня были проблемы с камерой, и я доснимаю дубли, чтобы то видео все-таки совсем не пропало и не переснимать его с нуля. Вот смотрите, скутер, на который зимой установлена наша
что называется, доработка. Вот он прекрасно ездит. И все с ним хорошо. Здесь нет никакого люфта. Мы меняли на нем сегодня задние подшипники. Я посмотрел на направляйку. А проехать он успел за этот сезон уже нормально километров. Только за последние 2 недели больше 1000, судя по истории. И в общем у него все хорошо. Мы предлагаем следующую технологию восстановления задних суппортов. Мы берем суппорт, моем его, вот это еще не мытый вариант, потому что не разобранный. Срезаем с него ухо, берем бормашинку, все лишнее отсюда фрезеруем. Берем вот этот вот замечательный сварочный аппарат и наплавляем ухо заново. Выглядеть это может, ну, к примеру, вот таким вот образом после наплавки. Далее несем это все фрезеровщику, у которого уже отлажена технология, есть все необходимые инструменты. И фрезеровщик нам это все дело сверлит в заводской размер, сверлит, разворачивает и протачивает канавку под пыльник. Все размеры полностью идентичны с заводским. Далее, если сварка ничему не мешает, я оставляю ее как есть. А если сварка чему-то мешает, то я немножко это дело на гриндере похожим образом обрабатываю. Возможно, здесь еще немножко подснимем, а может быть и не будем, надо смотреть уже по месту. После чего можно выяснить, что родная направляйка, даже если она не изношена, болтается в штатном номинальном отверстии, как и в бэушном суппорте, если он в хорошем состоянии. Вот у меня есть суппорт хороший для примера. И мы видим тут приличный люфт. По этой причине мы изготавливаем собственные направляйки в это место, у которых чуть увеличен диаметр и чуть увеличена длина. Здесь уже такого люфта у нас не будет. Да, кстати, это возможно установить в штатный суппорт с целью продления его ресурса. Но если там есть значительная выработка, то это уже бессмысленно. Просто так мы эти направляющие пока не продаем, потому что не очень много их получилось сделать. Это нержавейка, и мы еще пока отрабатываем технологию. Но я думаю, что в перспективе, может быть, будем их и просто продавать. Вот, соответственно, мы видим, что эта направляйка сюда довольно-таки плотно входит и практически не болтается. Ну, конечно, какой-то минимальный тепловой зазор есть. На родной направляйке сделано 3 лыски под смазку. Мы прямо на гриндере делаем 2. 3, я считаю, это излишество. Пусть будет лучше рабочая поверхность выше, больше по площади. И после этого все это дело собираем на новых родных пыльниках на правильной смазке. Мы используем вот такую смазку Molykote 111. Надо уже будет скоро новый тюбик открывать. Собственно, здесь подойдет любая консистентная смазка на силиконовой основе. Ни в коем случае ни на какой другой. Только то, что не нанесет вреда резинкам. Резинки не являются бензомаслостойкими. Вот у нас, кстати, каталожные номера резинок. Теперь немного поговорим о причинах возникновения данной проблемы. Я взял штангенциркуль. Взял резинку, снятую с суппорта, который я только что разобрал, и взял новую оригинальную резинку. Проводим измерение примерное диаметра этой резинки, которая снята со скутера. Примерно 22 с лишним миллиметра. Теперь проводим измерение резинки, которая в упаковке новая, оригинальная. Примерно 19,5 миллиметров. На 2,5 мм резинка увеличена в диаметре. Она вот этим вот буртиком должна быть вставлена вот в эту вот канавку и расперта направляющей. Таким образом происходит что? Таким образом она фиксируется жестко на своем месте и никуда не девается. Это герметичное соединение, в которое не попадает никакая влага. Поскольку была использована неправильная смазка, резинка была увеличена.
Как итог, она вылезла из своего посадочного места, либо при обслуживании ее просто не смогли туда засунуть, а многие вообще ставят эту резинку не той стороной. Естественно, туда внутрь начала попадать грязь, песок, и все это начало стираться со страшно быстрой скоростью. На примере передних суппортов на этом скутере мы можем увидеть ровно ту же самую проблему. Мы видим буртик, который оказался явно больше, чем канавка, и его часть начала у нас тут вылезать. То есть кто-то, кто обслуживал эти тормоза, очень любил смазку и очень не любил читать мануалы. Ездят на данный момент с этими суппортами около 40 скутеров. То есть технологию мы начали внедрять уже, наверное, 3-й год как. Собственно, такая вот переделка на сегодняшний момент. Вот теперь о важном, о ценах, потому что это всех очень сильно волнует, почему так дорого и вот это вот все. На сегодняшний день я беру за обмен корпуса суппорта изношенного на ремонтированный. Просто ремонтированные корпуса я не продаю ни при каких условиях. Это обменный фонд, который как бы охраняется жестко. Я беру на обмен за восстановленный корпус суппорта 10 тысяч рублей. Неважно, одно отверстие восстановлено, 2, 10 тысяч рублей. И оцениваю свой труд я просто: 5000 рублей сварка, 5000 рублей фрезеровка. Дешевле связываться с этим особо никто не хочет. А если где-то пытаться искать дешевле там на 1000, на 2, я боюсь, что может пострадать качество. Я нашел специалиста, который делает хорошо, и спасибо ему. Запросит больше в 2 раза, буду платить больше в 2 раза. Соответственно, подорожает ровно настолько. Цена обсуждению здесь не подлежит. Вот конкретно на сегодня, это что у нас сейчас? Начало июня 2023 года. С установкой на скутер, с новой направляйкой вот этой вот тюниной, которую я вам сейчас показывал, с новыми резинками и, скорее всего, с новыми направляющими колодок и прокачкой тормозов, вся эта процедура обходится от 15 до 17 тысяч, в зависимости от того, там надо менять эти направляющие колодок, не надо, и так далее. Бывают нюансы. Иногда бывает, что повреждено что-то по механизму суппорта, и цена увеличивается. Также у нас пока еще остались на некоторые поколения живые бэушные суппорта, и я лично оцениваю их 20 тысяч рублей относительно стоимости новых. И считаю эту стоимость вполне себе оправданный. Потому что в основном все, что есть на рынке, оно все мертвое. И попробуйте, что называется, найти живое. Когда люди продают свой мопед на запчасти, они почему-то думают, что он сделан из золота. А когда люди покупают запчасти, они почему-то кричат дорого. Извините, но вот это чистая себестоимость работы со всеми расходниками. И я, в принципе, мог бы еще сверху накидывать денег за то, что я всю эту технологию придумал и взял на себя определенную ответственность. Да, работа с тормозами — это определенная ответственность за жизнь и здоровье вас. И когда я это все делаю сам, я несу за это ответственность, хочу я того или нет. То есть я продумывал эту технологию, долго боялся ее применять, со многими людьми консультировался, у меня на это ушло очень много времени, сил и так далее. В общем и целом, все, что я хотел сейчас сказать. Обязательно жду комментариев экспертов, всех неугодных буду жестко банить. Я научился работать с этой кнопкой, мне очень нравится. Я знаком с одним блогером-миллионником, у которого в бане 140 тысяч человек. И его это нисколько не тревожит. Поэтому буду брать пример с миллионников, поскольку надо становиться тоже миллионником. А с вами был Антон Больших и мастерская Антоха Гараж. Если вам нравится то, что я делаю, вы можете поддержать мой канал по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии.
Не забудь подписаться и поставить лайк. Всем пока!